Wish I could wear peace like this shirt on my back, then give it away whenever somebody asks. Every time I try, I catch myself reaching for it from someone else. Why is it so hard to hold on to? Maybe I'm obsessed with a hurried rush. Whenever I slow down, I beat myself up. So much time I worrying what could be or what I might have been, second guessing every move I make. I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I wanna trust myself, be enough for myself, ring my own bell like I used to. I'm gonna trust myself. Oh, oh, I'm gonna love myself. Всем привет, ребята, с вами снова я, Настя, и мы с вами приехали на Чигиринское водохранилище. Приехали мы поздновато. Пока тут, знаете, все дела свои порешали, пока в Минске, в рыболовный, туда-сюда, в общем, целая куча движений было. Плюс еще поездили, поискали полянки. Мы хотели поехать на новые какие-то неизведанные места, но берега все заняты, сейчас музыка гудит со всех сторон, все светится. Поэтому приехали на нашу старую полянку, мы здесь 2 года снимали передачи. Как бы раньше тут хорошо отлавливались, или вот, слава богу, эта полянка была свободная. Сразу же начали потихонечку раскладываться, все подготавливать. И вообще я ехала с надеждой, что у меня хватит сил посидеть, половить ночью. Потому что по отчетам непонятно, кто-то отлавливается ночью, кто-то отлавливается днем, то есть и подлещи клюют, и лещи клюют. Но, знаете, я там раскладывала палатку свою Траут 5, и что-то у меня силы начали покидать. И я решила, что нет. Хорошо, что со мной есть Кирилл сегодня, есть Паша. Я закормлюсь и пойду спать. А ребята будут сидеть ловить ночью, и если вдруг будет выход, я, естественно, приду, буду уже ловить тогда, а если нет, то посплю там до 5 часов утра, и тогда уже выйду ловить. Но во всей этой суматохе, пока ребята тут помогали мне остальные вещи раскладывать, я нашла ближнюю точку. По предыдущему году я помнила, что тут 30 метров примерно от берега есть такая прям лютая бровка. Я ее мерочным грузиком нащупала и отступила примерно 10 оборотов своей катушки Магма 8 5000-ной и заклипсовалась. Я еще хотела дальнюю точку найти, но что-то подумала, ладно, пока половим на ближней дистанции, плюс еще там дальше от нас сидит рыбак. Он ловит на 35 метрах, и он сказал, что вот с 5 до 6 у него был хороший выход, наловил там лещиков таких по килограммчику. И я думаю, как раз я на колышках отбила, посмотрела, у меня 38 метров, почти такая же дистанция, поэтому пока что ситуация вот такая вот. И сейчас 12 часов ночи, и мы с вами замешиваем только сейчас прикормку. По составу у меня будет 1 пачка лещ-орех и 2 светлые пачки фидер. Потом я туда после второго увлажнения засыплю салатовое печивко, такие маленькие гранулки. И у меня еще остатки, такое яркое неоновое салатовое печиво есть. И все это засыплю в салатовое красивое ведерочко свое. Сейчас замешаюсь. Единственная проблема была, Кирилл сел немного правее меня. Когда волны были, мы не заметили, что примерно метрах 20 от берега все в траве. Кириллу пришлось заходить в воду и очищать более-менее этот участок, чтобы сидеть ловить. Потому что просто он стоит и вот это вот все поднимает. Ну, поубирал, молодец. Очистил немножечко себе просторы для ловли. Хотя, может, можно было бы в этой траве постоять, половить. Она вроде не сильно такая зацепистая. Кирилл махает головой, что нет. Но одеть такой, знаете, поводок здоровенный, крючок, червя туда, и пусть там висит. Так, водичку я залью, у меня тут остатки лещевого сиропчика осталось. Что-то дело
Сюда. Куда же без сиропчика? Я без сиропчика не могу ловить. Так веселее. Оп. И да, нам повезло. Посмотрите на задний план. У нас были сразу же дрова, поэтому костерчик. Ребята, может, какой-то салка поджарят, но я бы уже, если честно, вот сейчас вот пошла бы. Вот так вот и все. Но нет, я сказала, что я закормлюсь, так что я сделаю это. У меня здоровенная закормочная кормушка, так что эта баночка очень быстро уйдет. Буквально за минут 20, даже может меньше. Да, и закармливаться я буду туром 2 своим новым речничком до 130 грамм, а ловить буду сильвером вотером до 80 грамм. Ну, вы знаете мою тактику. Там у меня просто плетенка 0,12. Я до сих пор ее не могу поменять. А я и не буду менять, так интереснее ловить. А уже чуть что, если клёва какого-то такого, знаете, интересного не будет, тогда тур поставим на дальнюю дистанцию и будем там уже щупать рыбку искать. Поэтому да. Лепота. Так, надо пойти выпить топленое молочко, печенька закусить и идти закармливаться. Все. Настоится прикормочка. Я пока там свои дела на платформе дорешаю. Поставлю себе мотыльчика, закормлечного мотыля. И пойдем закармливаться. Поехали. Оп. What if I give you some of mine? We've been fighting for so long over things that passed away. Доброе утро, ребят! По итогу ребята тоже сдались. Они буквально полчаса посидели. Волны и ветер такие же были, поэтому они решили не засиживаться, посидели полчаса, да и пошли тоже спать. Проснулись мы в 5 часов утра, пока я там сверху возле поленочек от ветра прячась сделала завтрак. У меня клюнул лещ, такой, килограмм 500. Потом мы с Кирюхой по густере поймали. И вот с 6 часов утра, считайте, а сейчас уже 10. Поклевок нет. Вообще. Только вот траву всякую приносят сюда, ближе к берегу, волны эти все бьют. Чигиринка, в общем, не меняется. Каждый год, когда приезжаю,
Постоянно волны, ветер. В первый год, когда мы здесь приехали, вот на эту полянку ловить, я сидела вот точно так же. Волны были такие, у меня платформа еще старая была. Они поднимаются, у меня даже видео где-то сохранилось. Поднимается волна, вот так вот меня обливает полностью. Штаны все мокрые, платформа вся залита. Я не помню, но я так долго сидела ловила, потому что именно вот в то время рыба так клювала. Вот такой непогодой. Благо сейчас у меня хороший костюмчик Берген. Даже если такие волны поднимутся, начнут меня обливать, я не промокну. Потому что в тот раз у меня был старый мой комбинезончик беленький. И сидеть было крайне неудобно, зато было тепло. Поэтому я сидела. Ну, единственное, что будет в боты заливаться, но я чуть что их вообще сниму. Как бы, ну, то есть не настолько холодно. Поэтому это минимальные проблемы. Главное, чтобы вообще начала рыба клевать. Потому что что-то уже... Закрадываются какие-то сомнения. Мы с утра еще прошли к нашему соседу. У него с 4 до 5 он поймал 2 леща. И вот тоже, пока что я вот это время не ходила, не узнавала, но больше вот мы где-то около 7 к нему подошли, больше у него поклевок тоже не было. Поэтому, видите, рыба как-то так подошла. Но ловлю я на одной дистанции. И туром своим вторым, и сильвером. На одной дистанции ловлю. Хотела пойти на дальняк, пока еще вот чуть-чуть ветер был спокойный. Но сейчас понимаю, что лучше я половлю на одной дистанции. Может быть, если там оно чуть-чуть подутихнет, тогда попробуем. А так, ну, я просто не вижу смысла. Половим так. Придет рыба, хорошо. Закормим, докормим и себя накормим. Поэтому пока вот так вот. Поводки у меня... Сейчас я вам покажу. Это мои воспоминания, это вот эта шкатулочка, это все, это моя любовь. Трабука 0,143. Я когда в магазин зашла, увидела ее, столько сразу воспоминаний нахлынуло. Я даже щуку вываживала на Западной Двине, хорошую, вот этим вот поводочком. Ну, я такая сразу, хорошо, шкатулочка, красиво. Как бы, да, 0,143 на обоих удочках. И гамакацу 2210B, десяточка, мои любимые крючочки стандарт. По насадке, ну, как бы лещ клюнул на пучок мотыля с опарышем, на стандартную. Густера то же самое. Но я как бы и насадку и не меняю. Стоим, ждем просто поклевку. Киря вообще на опарыша ловит. Вот у густера клюнула на 4 опарыша. Но у Кири там своя система с опарышем. Я вам по секрету скажу. Мы когда купили опарыша, с Кирюхой разделили по-братски, по-ровному опарыша. Зашли в магазин, уже обычный. Киря купил сухого чеснока. Ну и потом в свою половину, в свою долю опарыша все это высыпал, 2 пачечки. И вот пока мы ехали, опарыш настаивался в этом чесноке. Я такого ни разу не делала, но как бы посмотрим. Интересно. Он же, по идее, должен как-то там, я не знаю, наверное, ест этот чеснок. Ну, в общем, я вам рассказала секретики. Если вдруг у него сейчас какой-то кракен клюнет, мы будем знать, в чем причина хотя бы. Так что пока вот так, ребят, не знаю. И, наконец-таки, тур 2 словил своего леща. Аплодисменты. Жалко, что нету клееночки, так бы мы сейчас распаковали, но все равно. Уже, знаете, ну вот... Хоть вот столько времени не было клёво, но все равно какое-то позитивное настроение. Все равно я как-то как в своей тарелке. Поэтому да, долго я сидеть здесь не буду. Пойду там сверху, буду сидеть, смотреть за поклевкой, потому что долго тут как бы лицо мое не высидит. Если бы были поклевки, я бы сидела. Мне бы и вода, и ветер все равно было бы. А так поклевок нет, что пока сидеть. Начнутся поклевки, тогда я буду сидеть и никуда уходить не буду. Пойдем, кстати, спросим, клевала ли еще у рыбака нашего соседа. Может, я что-то не так делаю просто. It's killing me 'cause I just can't say what
В общем-то, мы с Кирей не одни, у кого клёва нет. У нашего соседа тоже с 5 часов утра нет поклевок. У меня сейчас каким-то чудом клюнул один подлещик, но вы видели эту погоду. У меня просто катушки, удочки, платформа. Сейчас все это дело моется вот этими волнами, брызгами. И я мимолетно хочу вам показать наш кемпинг, как мы вчера все это дело расставили. Наш шатерчик Тарина. Это лакшери-зона Кирилла. Ну и тут, собственно говоря, всякие холодильнички, вещи мы тут попрятали. Да, это Кирюхина все. Тут уже наша с Пашей палаточка. Траут 5. Быстро раскладывается. Я одна люблю всем этим заниматься. Аккуратненько, не спеша все это делаешь. Ну и лаунж-зона. Наш большой двуспальный спальник Альпина. Смотрите, сразу идет с подушечками. Синенький, красивенький. И все это дело лежит на самонадувающихся 2 ковриках Атлантик. Вот так. Это наше с Пашкой место. Ну и, собственно говоря, раз такая погода показывает, что к 6 часам вечера должно все это прекратиться, я пойду, наверное, 2 часика посплю. И тогда уже потом будем надеяться, что клев начнется, потому что наш сосед сказал, что, возможно, к 4 часам что-то да и пройдет мимо нас. А может и нет, кто знает. Поэтому как бы делать больше нечего. Я не знаю, уже все, что можно было, переделали. И поели несколько раз, и кофе попили, и дрова поносили. В общем, что делать? Пойду спать, ребятки. Часов выхода рыбы так и не было. Слом погоды просто вот за час все настолько сильно изменилось. Ветер прекратился, стало жарко. Мы уже вот просто разделись, и вроде и душно. В общем, кошмар. Комары сразу же накинулись, мы распалили мангал, приготовили себе вкуснятинку. Да, получилось много. По итогу у нас много фарша было. Но мы как бы троем. Сегодня поужинаем, завтра позавтракаем. Как бы это все съестся. Но я еще переживаю, что из-за этого слома погоды и утром ничего не будет. Вот просто, чтобы вы понимали, ни одного подергунчика за все это время. Даже не знаю, вот самой маленькой рыбки. Вот я у Клейки была бы рада, да кому угодно. Вообще, просто никто не трогает насадку. Поэтому сейчас поужинаем, пойду закормлюсь, посидим, посмотрим, будет ли что-нибудь в темное время суток. И как бы, не знаю, что унывать, просто отдыхаем, поход, все дела, вкусняшечки. Тур разловили, поэтому как бы моя задача выполнена. Такие брулетики вообще. Сейчас я вам разрежу, чтобы показать сыр. Потянется. А, нет, тут мяско потянулось. В общем, дегустация, салатик. Ребятки, как же в походе без салатика вкусненького. Ой, все, ребят, давайте уже утром, скорее всего, встретимся. Всем приятного аппетита.
сдаемся, ребят. Вот мой улов за больше, чем за сутки. Ну, как бы так себе нас Чигиринка встретила, но мы хотим сейчас переехать на другую сторону. Там у нас есть своя поляночка, попробовать, может быть, там, потому что отчеты вот с тех пирсиков с другой стороны, там хорошо отлавливаются. Пирсики мы не любим, но я не сдаюсь. Я хочу найти хорошую такую же поляночку и хотя бы подлещика мерного красиво половить. Ну как, приехать так далеко, что это? Братишек выпускаем и едем. Давай. Красивенько поплывешь ли? You've got to take it. Take a breath. You can handle this. И снова здравствуйте, господа. Ах, ребят, чтобы вы понимали, сколько дней прошло с того момента, как мы решили переехать на другую поляну. Я сейчас достану леща и вам расскажу. Ой, тихо. Неудобно, они так бьются. Иди сюда, красавчик. Хорошенький килошечка. На таком красивом закате. Еще и братишка клюнул, хороший. Опа, оп, 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 оп. Нашли леща, нашли. Пришлось, конечно, покататься, поискать, но по итогу мы это сделали. Чигиринское водохранилище услышало мои мольбы. Фух. Ну, посмотрите. Это уже 5-й, ребят. Это 5-й. Немножечко в болечках такой, ну ничего, мы понимаем, что это все из-за нереста, чуть-чуть болеем. Братишечки такие. Стой, дай ему крючочек. Оп, бусечку. Что он пришел ко мне. Итак, мы собрались тогда, уехали. Это была пятница. Секундочку, полотенце возьму. Это была пятница. Это была наша роковая ошибка. Начать ездить, искать места в пятницу на этом водоеме. Все поляны, все просто, столько людей. Я не знаю, сколько мы часов прокатались. Силы уже просто на исходе были. Поэтому как бы мы решили искать какую-то альтернативу, чтобы, ну, далеко не уезжать. И попробовать где-нибудь что-нибудь рядышком. И вот тут вот решили поехать на реку Друдь. Первая рыбалка в моей жизни на реке Друдь. Нашли поляночку. Нам там подсказали немножечко, потому что, ну, понятное дело, там вообще дороги, я бы, не знаю, сама бы наугад не нашла бы даже и место, где-нибудь в лесу бы заблудилась, и все. Поэтому нам подсказали место. Мы поехали, сутки на одном месте просидели, отсняли передачу для телеканала, переехали на другое место, сняли ролик на салму «Ночные лещи», потом выйдет. И вот вчера мы приехали уже на Чигиринское водохранилище. Нашли безумно красивую большую полянку. Прямо, знаете, мы когда сюда приехали, сразу такой вайб, вот, расслабление какое-то. Вот еще даже не разложились. Но я просто смотрю сюда. Деревья, какой-то вот, не знаю, какой-то вот сразу уют, знаете, чувствуется. Я думаю, ну все, по-любому здесь остаемся, свободно было. Ну и вот как бы сняли передачу на телеканал, и вот сразу же вот сейчас вот сидели, думали, как начать с вами снимать завершение вот этой вот рыбалки с вами на Чигиринском водохранилище, и вот тут вот братишка клюнул. В общем, иногда, да, приходится очень много усилий сделать, чтобы хоть как-то рыбу поймать, потому что, ну, в самом деле, приезжать за такое большое расстояние, поймать по факту ничего, очень даже обидно. Кирюху мы высадили в Могилеве, ему надо было срочно уезжать домой, поэтому как бы мы сейчас с Пашей вдвоем. Ну, вы смотрите, штиль, солнце светит, рельеф вообще прям очень интересный. Тут получается вот мы убрали, тут палочка стояла, метров 10-15 от нас. Я думаю, что она там стоит, мало ли, думаю, ну, может, упала с дерева и просто вот стоит. А по итогу оказалось, что тут идет русло или яма, ты идешь, вот мы даже ходили, плавали, идешь вот эти 10-15 метров, все, вроде как по пояс, и потом резко такой свал,
там глубина 5,7, такой вот идет этот свал, и потом резкий опять подъем, и опять там на 3,0 вот уже такой, ну, столик дальше идет, я уже дальше не кидала. В общем, моя дальняя точка, у меня там стоит мой тур до 130 грамм, 56 метров. Я вот прямо перед спуском на этом 3,0 глубине стала, а Сильвер до 80 грамм уже стоит на глубине, на 5,7. И дистанция 40 метров. Ну, интересная вообще локация, как бы. И мы приехали с вечера, я обильно закормилась, думала, что ночью будет какой-то выход. Ночью поклевок не было, мы пошли в 4 часа утра спать, потому что начался ливень с грозой. И в 7 утра мы проснулись, на ближней дистанции первым клюнул лещик, такой полторашка где-то, и сразу же 2 подряд на дальней дистанции клюнул. И на целый день просто, вот знаете, непонятно что, мелочь на дальней дистанции раз в час, то густерка, то вот такой уёршик клюнет, ближняя точка молчала, и вот около 7 клюнул первый лещ на ближней дистанции, и вот сейчас, считайте, с вами в 9 часов клюнул второй лещик. Поэтому, как бы, да, вот на 2 опарыша клюнула. И плюс у меня стоит еще 3-я удилка. Но это считается Пашина. Мои здесь 2, а та вот в закуточке. Там просто, вот я туда подошла, там такое красивое место. Там вот идет вот как загиб, все в лилиях. Ну, дистанция, правда, дальняя, 70 метров. И я вот прям дистансом до 100 грамм туда по максимуму под эти лилии. Но с колокольчиком стоит вот все это время. Я хожу, просто опарыши освежаю. Ну, ни разу ничего не позвенело. Почему я захотела туда поставить? Потому что там все в чешуе. Такая вот, знаете, здоровенная чешуя. Я думаю, ну как это вот взять и не закинуть? Ну, как бы пока все работает только здесь. Ну, мы, как всегда, хорошо все закормили. С кукурузкой, с мотыликом. Мы уже планируем, как бы, это последняя рыбалка. Надо уже домой ехать. Поэтому я уже выкармливаю все, что у меня есть. И опарыши, и кукурузу, и прикормку. У меня тут замешано сейчас 2 пачки линь марципан и 1 XXL Нормунда Грабовского. Все, что у меня осталось, ну, наверное, там еще одна есть какая-то пачка, но мы еще с вами что-то ее домешаем. Ночью я уже точно сидеть не буду, посижу, может, до часиков 10. А может даже и меньше, там тоже опять грозу показывает, какая-то надвигается, но это буквально на ночь. И я думаю, лучше встать в каких-нибудь часа 4, опять накормить по-мощному, и вот чтобы вот этот промежуток, знаете, когда этот небольшой выход утренний будет, отловиться с вами, я надеюсь, получится, и спокойно ехать домой. Но так вообще, я сегодня целый день просто вот рыба не клевала, но мы просто наслаждались. Ветер теплый, он был сильный, но он был теплый. Волны, ты сидишь, в общем, я целый день загорала, плавала, загорала, плавала. Я уже бабушке позвонила, бабушка говорит, ну ты приедешь, наверное, будешь как будто с моря куда-то приехала. Я говорю, ну по факту да, по факту получится так. Поэтому нашли точечку. Помимо того, что красивая поляна, так еще и лещики клюют. Что еще надо для счастья моего? Так, сейчас пойду одеваться, приготовим с вами ужин и пойду спать. Лучше пораньше встану, если, конечно, ничего клевать не будет. Поэтому вкратце постаралась вам все рассказать, все события. Сумасшедшие, мы просто сумасшедшие. Столько движений, столько передвижений, что я сама не понимаю, как мы вот так вот везде, вот просто повсюду. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud 9. Do you feel the winds are turning round? 'Cause what goes up must always come back down. I'll be safe in your arms, like the light in the day never part. I'm looking down the line, with you by my side I'll be fine.
Есть! Доброе утро, ребята! Второй братишка! Фу, если честно, мне надоело бегать по этой горке туда-сюда. Она вроде небольшая, но я забросилась. Гуся, забросилась. Ёрш, забросилась, лещ. И вот так вот бегаешь туда-сюда. И главное, надо отходить от платформы. Если я сижу на платформе, поклевок нет. Фу. Вот это я понимаю. Добрейшее утречко. Стой. Не плыви туда. Подсак. Ах ты ж мой красавчик, сюда плыви! Куда? Ой, слушайте, это может даже и двундель. Стой. Как ты так спокойно шел? Такой гигант. Ёлки-палки. Слушайте, да! У меня же подсак сломается. А что ты так легко шел? Обалдеть! Ты кабанчик какой! Иди-ка сюда-ка. Нормально? Нормально. Доброе утро. Ты тоже в ранках. Ты тоже такой, да, побитый. Братишка. Давай мы крючочек достанем. Ты зайчка моя. Ой, такая большая красивая рыба. Ой. Ну. Ой. В общем, ночью у нас была тут дискотека. Молния сверкала просто вот каждые 10 секунд, наверное. Тыщ, гром, ливень, ветер. Мы же с Пашей лежали вот так вот. Паша такой, удочки хоть не унесет. А я не хочу выходить, потому что я понимаю, что вот мы потом вышли, а здесь вот горка, спуск. Ну, обычно, где люди спускаются. Тут видно, что такой поток воды шел. Хорошо, что не на палатку. Мы ее так удачно поставили, что, ну, то есть там как раз все спокойненько было. Но все равно нормально мы вообще не выспались, можно так сказать. Я там чуть-чуть иногда ловила такой микросон. Но она то придет, эта туча, то опять начинается вот это вот, и ты в таком, знаете, немного напряжении лежишь. Но это ладно. Я замешала последнюю пачку прикормки, потому что прежняя моя намокла, и ее на самом деле там осталось уже чуть-чуть. А это была последняя пачка. Река Лещ от Норманда Гробовского, черная. Я уже никакого печива, ничего туда не добавляла. По 5 кормушечек дала на точку. И вот видите. Сейчас 7 часов утра, уже 2 братишки, парочку ершей, густерок. Но это все на дальнюю точку, на ближнюю пока молчок. Ну, уже как бы, знаете, можно и без поклевок на глубине. Уже хорошо. Сейчас мы залили еще. Под берегом хищник гуляет бесперерывно. Гоняет эту маленькую рыбку. Ну что, за леща? Так, я что-то ориентир свой потеряла. За леща. Чпаньк. Кто знает, может, на нашем первом месте тоже был бы клев. О, блин, подергунчик на глубине. Быстрее натягивайся. А может и нет, тут не угадаешь. Может, в самом деле, просто тут такое место, что рыбки есть за что тут зацепиться. Хотя, на самом-то деле, вот на ближней дистанции на глубине, там ил на дне. На дальней дистанции, ну вот как и тут возле берега, полукамушек, полукуракушечка, такое вот что-то непонятное. Просто вот нам так повезло. Уже просто рыба смиловалась над нами. Так, там кто-то на ближней дистанции дернул. О. Ну тут чисто 2 опарыша. Потому что вчера все поклевки леща. Ничего себе. Ну это какая-то густера. Удар такой, что мама не горюй. Все поклевки именно вот на глубине на 2 опарыша. На дальней дистанции это, ну, стандартная моя насадка. Пучок мотыля и опарыш. Ну,
И что это за поклевка у тебя такая? Майка густерка. А давайте сюда сейчас тоже оденем мою стандартную насадку. Нечего нам тут густере водиться. Стой. Давай крючочек. Майка густерка. Сейчас мы оденем большущий пучок мотыля. Везет нам на погоду. Я уже не помню, если честно, когда в последний раз у нас была нормальная бездождевая погода, потому что всегда приезжаем, а мы всегда с ночевкой чаще всего. Обязательно или ночью, или утром, или вечером будет дождь, какой-нибудь катаклизм, или ветер, или вот как сегодня гроза с молнией. Притягиваем мы с собой какую-то непогоду. Оп. Вот тут, я понимаю, еще 2 опарыша. Здоровенный пучок мотыля. Ой, там поклевка. Надо быстро забрасывать. Ну, когда клюют такие братишки, погода уже это не важно. Оп. В какую погоду только я не ловила лещей. И в 34 градусов жары на солнцепёке, и ливнем, и в минуса. Поэтому, если рыбка клюет, хорошая, надо уже сидеть ее ловить. Сейчас еще хорошо, что должен ветерочек подняться, просохнет палатка, вещи все. И они просто вот влажность, знаете, вот этот перепад, ну, чуть-чуть такой вот. И, ну, я думаю, что мы к 9 часам где-то начнем собираться. Что уже? План я выполнила. Лещи пойманы. Как бы сидеть дальше уже, ну, просто уже хочу домой. Столько времени на рыбалке. Надо уже просто поехать отдохнуть. Кстати, вот прикольная штука. В первый раз, когда мы приехали 3 года назад сюда, на этот водоем, но на ту сторону, мы нашли такую, ну, красивую полянку, и там был такой молот здоровенный, деревянный. Мы его назвали молот Торы. Ну и место, собственно говоря, мы назвали молот Торы. Сейчас там уже перекопано, мы ездили, проверяли. Туда уже не проедешь. На этом месте я вам сейчас покажу, что здесь. Смотрите за поклевкой. Сейчас я тут пока ходить буду. В общем, на этом месте кто-то сделал грабли. Я, правда, не знаю для чего. Может, тут кто-то траву чистил, может, что-то еще. И мы с Пашей что-то сидели и думали. Ну, раз там молот Тора, то давайте придумаем название этому месту. Надо какого-то бога найти, который занимается граблями. Потому что я что-то как-то не знаю, то ли богиня плодородия там, или земли, или чего-нибудь еще. В общем, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Ну, такие, да, опасные грабли. Но, с другой стороны, видно, нам везет на такие места необычные, с какими-то своими фишечками. В общем, так, ребята, да. Все, пойду кофе пить. Будет рыбка, еще покажем. И потихонечку буду вещи складывать, все, что такое сухое, в машину носить. Потому что я хочу домой. Ну что, подведем итоги этой рыбалки. Вчера у меня с утра клюнуло 3 леща, сегодня только 2. И после них выключила клев полностью. Ну, практически то же самое, что и вчера, только вчера еще на дальней точке иногда мелкая рыбка поклевывала, а сегодня вообще 0. Плюс еще этим сильным ветром ночью, который был с дождем, пару лещиков чуть-чуть, знаете, такие уже прибитые были, их видно волной и подбивало. Поэтому сейчас посмотрим, когда будем рыбу отпускать, которые не уплывут, мы заберем с собой домой. В магазине купим холодоэлемент, положим в наш холодильник Кити норфиновский, и как бы ребятки спокойно доедут домой, мы их закоптим. Так что сейчас покажу 7 красавцев своих. Такие компашки. Вот, наверное, то, что я сегодня поймала, он будет самый крупный. Хотя, так, ну да, он такой, он просто длинный. Он такой длинненький, прям такой какой-то весь поджаристый. Но они все красивые, они все такие ладненькие, все такие хорошенькие, батончики мои красивые. В общем, трудная рыбалка, да, но вот видите, как-то вот мы попали. К сожалению, она вот прям так, чтобы встать, она не становилась. Она какими-то подходами приплывала. Ну, что поделать.
как есть, так и есть. Это лучше, чем вообще, знаете, найти еще одну локацию, наловить вот такую густеру и уезжать злыми и недовольными. Я счастлива. Так что, братишек отпускаем домой, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я ради вас катаюсь, страдаю иногда, попадаю под непогоду. Их отпускаем и едем сами домой. Отдыхать, стой, все, этот точно уплывет. Он прям яро хочет домой. Все, ребят, пока. Хоп.